Понедельник, 8 июня 2026 года, Панама-Сити, Флорида. Почти полдень, очень теплая вода, залив блестит, и двое сотрудников военно-морской базы выходят на обеденный перерыв и идут купаться прямо к причалу базы NCA Панама-Сити, где для персонала специально оборудована зона отдыха. Один из них заходит в воду первым, а коллега тоже заходит, и они плывут рядом. И буквально через несколько минут диспетчерская база принимает вызов Signal 45 Shark Attack. Это кодовое обозначение нападения акулы. Видео с места атаки мгновенно разлетается по сети, еще до того, как скорая добирается до больницы. Привет! И сегодня мы разбираем с вами этот случай. С самого начала рассмотрим факты, официальное заявление командования базы, а также будем опираться на данные репортажей местных телеканалов. Итак, понедельник, 8 июня, 11:45 утра, двое гражданских сотрудников Naval Surface Warfare Center, научно-исследовательского подразделения базы NCA Panama-City, вышли к воде во время обеденного перерыва. На территории объекта работает ведомственная зона отдыха, она называется VWR Marina. Это такая причальная зона с выходом в залив Сент-Эндрюс, где купание официально разрешено. И персонал регулярно пользуется этой возможностью, и особенно когда на улице очень жарко. Одному из мужчин около 28 лет. И он на этой базе гражданский работает уже 4 года. В тот день коллеги заходят в воду вместе и успевают немного отплыть от берега, чтобы поплавать с маской у поверхности воды. Но прямо во время снорклинга, так называется этот вид плавания, ситуация мгновенно выходит из-под контроля, и на кадрах, которые уже успели снять очевидцы, видно, что хищник даже не прятался на глубине. Его спиной плавник, он показался прямо у поверхности воды. И мужчина заметил эту опасность, конечно же, начал звать на помощь. Но, к сожалению, избежать контакта не удалось. Завязалась отчаянная борьба, как мы видим, в ходе которой основной удар челюстей пришелся, к сожалению, на обе руки пострадавшего. Командир базы, его зовут Тристан Оливейра, официально подтверждает, что да, у парня действительно зафиксированы тяжелейшие повреждения обоих предплечий. И сейчас в локальных медиа очень активно обсуждают информацию о том, что врачи ведут сложнейшую операцию, ведут борьбу за спасение функций кистей и восстановление мягких тканей. При этом второй сотрудник, который находился в непосредственной близости, физически абсолютно не пострадал. Хронология спасения была поминутной. Служба экстренного реагирования базы сработала буквально образцово и добралась до места происшествия за считанные минуты. Пострадавшему мгновенно наложили медицинские жгуты и экстренно доставили в госпиталь, задействовав при этом вертолет. Команда хирургов тут же начала операцию, и на данный момент этот критический этап для парня уже успешно завершен, и сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы его перевести в специализированный травматологический центр для последующей реабилитации. Но насколько стремительно развивалась ситуация, развивались события, подчеркивает одна деталь. Всего лишь через 9 минут после этого инцидента местные рыбаки с моста Хэтэуэй сняли на видео крупных акул, которые курсировали в водах того же самого залива Сент-Эндрюс. И на фоне этой записи отчетливо слышны сирены экстренных служб. И вот здесь кроется самое важное для нас, что необходимо понять, уяснить. Эти хищники оказались в этом заливе совершенно не случайно. И, кстати говоря, далеко вообще не впервые. Сам залив Сент-Эндрюс – это закрытая бухта. Она относительно мелкая и отлично прогревается. Кроме того, она богата рыбой. А биологи называют эти воды флоридского Пентхела, настоящим питомником для акул. Доктор Джон Карлсон, ведущий исследователь из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, объясняет это сразу, буквально после инцидента, что с наступлением тепла многие виды акул мигрируют вдоль побережья и следуют за комфортной температурой воды и за косяками рыбы. И когда вода прогревается выше определенной отметки, они подходят совсем близко к берегу.
И вот июнь самый как раз момент, когда разгар этого процесса происходит. Вопрос, да, какой же вид акул совершил это вот нападение, которое мы видим. Официальное командование базы данную информацию не раскрывает, но мы можем обратиться к историческим данным относительно недавней истории этого региона. И в июне 2024 года на открытых пляжах соседнего округа Уолтон всего за один день произошло сразу 3 инцидента. Тогда полиция зафиксировала просто массовое скопление бычьих акул, вот так называемой первой мели, такой песчаной косы, которая идет параллельно берегу всего несколько десятков метров от пляжа. И кадры аэросъемки тогда четко показали хищников прямо у береговой линии, где стояли люди. Но вернемся к тому, почему сейчас, именно сейчас это произошло внутри закрытого залива Сент-Эндрюс, прямо у причала военной базы. Дело в том, что в водах флоридского Пентхела одновременно держится несколько потенциальных опасных видов. Это тигровые, молотовые и бычьи акулы. И если первые активно мигрируют, то бычьи акулы здесь фактически оседлые. То есть они присутствуют в этой акватории все время на протяжении года. Круглый год. То есть, более того, этот вид обладает такой вот уникальной особенностью. Они прекрасно переносят опресненную воду и обожают заходить из открытого океана глубоко внутрь закрытых заливов, каналов и гаваней в поисках легкой добычи. Именно поэтому бычья акула в данном нашем случае наиболее является вероятным кандидатом. Она обожает мелководье. И она максимально комфортно чувствует себя в закрытых бухтах, лиманах и даже пресных реках. То есть это единственный такой вот крупный хищник из своего семейства, способный жить в пресной воде и подниматься вверх по течению буквально на десятки километров. Бычья акула охотится, по сути говоря, там, где другим хищникам просто неудобно. В мутной, такой вот теплой, мелкой воде. То есть именно там, где чаще всего находятся люди, где находится человек. И вот приведу вам еще пример. В 1988 году бычья акула длиной около 3 метров атаковала ныряльщика острова Шелл-Айленд. Это буквально тот же район, буквально несколько километров от места инцидента, где произошел текущий случай. И тогда мужчина получил ранения бедра и руки, которые оказались несовместимы с жизнью. У бычьих акул есть такие вот характерные черты поведения перед атакой. То есть сначала она бьет корпусом, оценивает объект, и только потом она уже принимает решение. То есть называется это bump and bite. Большинство таких контактов заканчиваются на первом этапе. То есть акула ударяет, понимает, разворачивается и после этого уходит. Вот в Панама-Сити такие безмолвные встречи происходили годами. Но на этот раз, к сожалению, акула не ушла. Но вообще Флорида традиционно лидирует по числу непровоцированных нападений акул в мире. За всю историю наблюдений в штате зафиксировано более 900 атак. При этом лишь 36 из них стали фактически летальными. И получается, что местная статистика высока, но смертельные случаи при этом крайне редки. В прошлом 2025 году во всей Флориде зафиксировано 11 укусов, и это даже ниже среднего многолетнего значения. А ежегодный всплеск активности, как правило, приходится на июнь и июль, то есть на лето, когда вода прогревается и косяки рыбы подходят близко к пляжам. При этом поток туристов значительно возрастает, достигает своего пика, и все три фактора сходятся в одной точке. При этом флоридский Пенхилл, северо-западный хвост штата на побережье Мексиканского залива, где расположена Панама-Сити, исторически уступает на самом деле по частоте нападений Атлантическому побережью. Мировыми вот лидерами по числу инцидентов остаются округа именно атлантической стороны, особенно в Алюша Каунти с пляжем Нью-Смирна-Бич. Мексиканский залив обычно гораздо тише. И хотя у района залива Сент-Эндрюс есть своя история, вот, например, в июне 2024 года, всего в нескольких километрах отсюда, за один день тоже произошло 3 резонансных нападения. И пострадала 45-летняя женщина, а также две девочки-подростка. Тогда полиция Уолтон Каунти и аэросъемка зафиксировали именно скопление крупных бычьих акул прямо у первой мели. То есть здесь стояли люди.
Правда, спустя 2 года ситуация стабилизировалась, что подтвердило, что именно тот случай был локальной сезонной такой вот аномалией, а не долгосрочным трендом. И теперь мы перейдем к медицинской стороне произошедшего этого свежего инцидента, потому что здесь для нас тоже есть своя определенная строгая логика. То есть, когда, еще раз повторюсь, когда крупный хищник контактирует с человеком, в большинстве случаев срабатывает так называемая схема bite and bit. То есть, укусил и отпустил. Акула пробует объект, понимает, что перед ней непривычная для нее пища, и обычно сразу уходит. Около половины всех подобных инцидентов заканчиваются всего лишь одним коротким контактом. Но почему-то, да, в данном случае пострадали обе руки, нас интересует. На этот счет есть как минимум два логичных объяснения. Либо хищник совершил повторный заход, либо, что, на мой взгляд, кажется более вероятным с точки зрения биомеханики, человек просто инстинктивно выставил руки вперед. И это безусловный защитный рефлекс нашего тела, то есть руки, они принимают на себя весь основной удар, закрывая грудную клетку и жизненно важные органы. И именно, кстати говоря, по этой причине в большинстве задокументированных случаев травмы локализуется именно в области кистей и предплечья. При этом нужно понимать, что бычья акула, она сама по себе обладает просто колоссальной силой. Силой сжатия челюстей. То есть это около 600 кг сил или 1350 PSI. Абсолютный рекорд среди акул ее размера. А человеческая кость предплечья, конечно же, физически просто не рассчитана на подобные нагрузки и тем более на боковое смещение. И вот одного такого вот движения хищника просто будет достаточно для того, чтобы структура ткани человека оказалась полностью разрушена. И, судя по всему, именно с такими последствиями и столкнулись сейчас врачи. Специалисты госпиталя HCA Florida Gulf Coast работали в рамках высокотехнологичной микрохирургии. Восстановление функций конечностей после таких повреждений – это на самом деле очень ювелирная работа. То есть это сшивание сосудов, нервных окончаний сухожилий под микроскопом. И за последние 20 лет надо сказать, что медицинская отрасль, конечно же, в этом направлении сделала огромный шаг вперед. То есть шансы сохранить именно моторные функции кистей всегда остаются возможными. Правда, итоговый прогноз напрямую, конечно же, зависит от характера структурных изменений, которые официально нам сейчас не раскрываются. То есть какие повреждения получил этот парень. Однако главным фактором спасения здесь стала скорость, конечно же, оказания первой помощи. Это главное и основное. То есть при таких вот глубоких повреждениях, особенно в предплечье, критическая потеря крови может наступить буквально за несколько минут. Поэтому то, что экстренные службы базы мгновенно практически среагировали и применили медицинские жгуты, по всей видимости, и предрешило исход этой борьбы за жизнь. То есть парень на сегодняшний день живой. И вот мы с вами прошли по всей цепочке от начала и до конца. То есть мы рассмотрели место с документированной историей нападения, рассмотрели закрытую бухту, посмотрели, что это июнь как пиковый месяц активности. Кстати говоря, рыбные отходы у причала тоже играют определенную роль в этом во всем. Также мы поняли, что бычья акула является наиболее вероятным видом в этом эпизоде. А также посмотрели механику повреждений обеих рук и скорость оказания первой медицинской помощи как решающего фактора выживания. И все это вместе объясняет, почему инцидент произошел именно там и именно в это утро. И ни один из этих факторов точно не был случайным. То есть мы знаем, что пострадавший сейчас находится в больнице, операция основная по его спасению завершена, и хирурги работают над тем, что можно для этого парня еще сохранить. И вот как вы считаете, должна ли база теперь окончательно закрыть пляж для персонала после случившегося всего? Или им надо просто поставить какие-то предупреждающие знаки? Какое бы решение приняли вот лично вы, если бы вы были на месте командования? Напишите в комментариях, мне действительно интересно ваше мнение. Всего вам самого доброго, до следующих выпусков и пока.